Вот, крутится сам стол, крутится столешница. Это он на низком самом уровне. И вот можно поднять повыше. Теперь покажу, как поднимается столешница. Вот, под любым углом за счет ростомата. И столешница крутится, и крутится сам стол. Как опустить его? До упора вытягиваем ростомат и опускаем. Купили мы стойку для барного стула в Лимана Про, бывший Леруа Мерлен, газлифт. Вот где красная кнопка, на ней был защитный колпачок. Вот так он стоял. Снять его руками очень тяжело. Снимали плоскогубцами. Чем хороша эта стойка? Это тем, что она может изменять высоту стула. Ну, вы, наверное, видели стулья в барах. И к тому же крутится. И вот есть подставка для ног. Вырезали основу из столешницы и наклеили кромку. Затем взяли доску из ЛДСП и тоже наклеили кромку. На доску из ЛДСП размером 43 сантиметра на 43 и толщиной 2 сантиметра по центру устанавливаем поворотный механизм на шурупы. Причем шурупы не должны проходить насквозь. Вот толщина этой доски. Вот она. Размер этого поворотного механизма 163 миллиметра на 163 и на 23 миллиметра. Точно так же подготовили вторую доску такого же размера, просверлили отверстие на таком же расстоянии для поворотного механизма. И вот сюда пойдут вот такие шурупы. Но они уже пойдут насквозь. И этот болт будет загоняться вот в это отверстие. То есть мы эти две доски будем соединять, между ними будет поворотный механизм. Вот сюда вставляем ключ гаечный. А с этой стороны завинчиваем. И вот такой сэндвич получается. Внутри поворотный механизм, а с боков две доски. Это будет столешница.
И вот так будет крутиться. Теперь взяли доску 43 сантиметра на 30 и толщиной 2,8 сантиметра. Для чего такая толщина? Чтобы можно было прикрепить ростомат. Дальше сделали отверстие, и нужна была втулка с фланцем. Но поскольку у нас втулки нет, и мы не нашли на маркетплейсе, взяли дюбель. Дюбеля 8. И 4 миллиметра отрезали. Вставили. Затем нужна обязательно шайба. Это будет типа фланца. Вот сюда шайбу надо поставить. Для чего? Чтобы вот эта часть, вот она выступает, не цепляла. Вот сюда. И прикрепить в отверстие. Так. Мебельные петли делаем вот с этой стороны, прикрепляем. То есть ростомат должен выдвигаться в сторону крепления петель. По центру сделали 4 отверстия, именно по центру, чтобы они совпали на отверстиях опоры. После того, как прикрепили петли, прикрепляем ростомат. Затем вот эта нижняя часть доски с отверстиями под стойку, мы их соединим. Вот маленькую доску прикрепили к стойке, к основанию. Вот в таком положении стол этот. Столешница крутится. И крутится сам стол. Вот так поднимается. До упора подняли. И опускаем. Вот опустили на самый низкий уровень. И так поднимается. На этот стол можно положить пеноплекс. Закрепить либо обычным скотчем, вот здесь в нескольких местах по краям, либо на двухсторонний скотч. И работать. Ну, по крайней мере, я буду плести сумки.
на этом столике.